законы, связанные с подготовкой кадров, имеют самое важное значение. В советский период мы правильно хвалились, что у нас самая совершенная подготовка и больше всего. То есть все цифры были выше, больше, сильнее. А результат? А страны не стало. Значит, где-то не срабатывает у нас механизм при подготовке. Когда, может быть, готовим человека в профессиональном отношении сильного, а в политическом слабого, и он разрешает распускать сильный колхоз и давать землю каким-то там прощелыгам, которые не способны стать фермерами. Не хватает у него. Как профессионал он видит, колхоз может работать, и видит, что эти товарищи просто так землю берут. А волевых качеств нету. Вот в анкете должны быть в самом конце еще 2 абзаца. Деловые качества. И самый последний абзац – волевые качества. Вот сегодня вспомнили про цену на каши в столовой нашей. Может быть, это не самое главное – выступать с трибуны Государственной Думы про какую-то кашу и цена на нее. А вам избиратель скажет: а зарплата какая у вас? Вы что стонете там? Вам цена на кашу не понравилась. Вы в 50 раз больше получаете нас, простых избирателей. Поэтому надо здесь иметь в виду, что трибуна Государственной Думы – это общегосударственные вопросы. Как раз и надо заниматься международными вопросами. И начиная с муниципалитета и кончая тем, что вот сегодня, если бы в МИДе были чиновники с волевыми качествами, уже давно бы министр потребовал отозвать нашего посла из Польши за одно заявление этого министра иностранных дел Польши. Или выгнать польского посла из Москвы, хотя бы на полгода. То, о чем говорил Иосиф Давидович, мы об этом все время говорим. Но нам говорят, это эпатаж. Ну давайте без эпатажа, вам будут плевать в лицо каждый день. А будете стучать кулаком по трибунам всех международных организаций, испугаются что-либо сделать. Вы едете в Страсбург и умоляете там: оставьте нам полномочия. Пошли вон вы, ваш Страсбург и ваш Совет, парламентская ассамблея. Ни копейки не давать им больше. И они сюда прибегут. Умолять, просить: дайте, русские, вернитесь. Ведь у них бюджет рассчитан, исходя из наших денег. Забрать 22 миллиона евро, у них сокращается количество мероприятий, поездок и оплаты, сокращение аппарата. Они на это не пойдут. Бить деньгами. Раз они капиталисты, бейте их деньгами. Нет, мы заранее направляем: вот денежки, берите денежки, ай нам по морде, уже с 96-го года. Я говорю: выйти из Совета Европы. И я им сказал: будете так себя вести, платить не будем. Они испугались. Но я же не руководитель делегации. Я не руководитель парламента. Тогда был Селезнев, тогда был Лукин. А те во всем соглашались. И Совет Европы привык, русские соглашаются, можно давить. Вот результат. Не разрешают выступить по поводу освобождения Освенцима. 600 тысяч солдат мы положили, а они сегодня гуляют. Это они, оказывается, освобождали Освенцим. Это было жесткие меры. Русский царь что бы сказал? Давайте я еще раз освобожу Освенцим. Псковская дивизия, в боевую готовность привести ее. Если вы будете проводить там торжества без участия русских представителей. Они бы испугались. У нас прямая граница с Польшей. Ведь смотрите, польский культурный центр в Калининграде по-другому себя ведет. Он понимает, что находится среди русских. Попробуй вякни что-нибудь против России. И он скорее говорит: нет, нет, так нельзя говорить. Маршалов направить, генералов направить, спецназ туда направить. Чтобы приехали люди в форме и сказали бы: вы как себя ведете вообще? Вы что делаете? Вы что говорите? А начинается все с муниципалитета. Там эти муниципалы занимаются политикой. Как мы выдвигаем на выборы на уровне муниципалитетов, они вызывают их, говорят: выйди из списка ЛДПР. Или мешают вести пропаганду. То есть не вопрос подготовки профессионалов на муниципальном уровне, а чтобы они выполняли волю губернатора. Сколько надо, чтобы там было нужной политической ориентации людей. И тогда все стоит. Потому что формируется с ними одна вертикаль, партийная, чтобы везде была единая Россия на всех уровнях. Вертикаль есть, а экономики нету. Ведь на этом погорела КПСС. Ни экономические причины, ничего. Кадровая политика, только это. Беспартийные пошли вон,
Дурак, пьяница, член партии, все, руководящую должность. И в отчет райком, руководящие должности заняты только членами КПСС. И в конечном итоге вот такая неправильная политика снизу от муниципалитетов привела на пост генерального секретаря слабого человека. Горбачев не дурак, он просто слабый. Слабый. А почему можно было идти слабому? Потому что все молчали. Все молчали. Сказал Горбачев, все молчат, члены Политбюро. Все против Горбачева. Но молчат, нет у них возможности сказать. И должен быть Романов, Щербицкий. И никакой Горбачева не должно было там быть, близко. Но страх. Машеров должен быть, убрали. До сих пор им не говорят, что убрали его. А чтобы Горбачева привезти в Москву, кого убрали? Кулакова. Здоровый мужик, 60 лет. Вдруг инфаркт. Мы что, не знаем, как инфаркты делаются, что ли? Элементарно, ручка машины определенной жидкостью покрывается, он входит в свою машину, через 2 часа у него инфаркт. И никаких следов. А что делать? Инфаркт при вскрытии показало. Кулакова убирают, приходит Горбачев, Машерова убирают, лишний кандидат против Брежнева уходит. Талантливый был человек. А все снизу идет. Снизу молчат эти муниципальные служащие. А там тяжело, там глухомань. Поэтому как бы я сделал здесь? Из центра направлять, с областного центра. Пока не поработаешь на муниципальном уровне, никакого движения в карьере не будет. Это прям заложить в кадровую политику. Чтобы они образованные и сильные, смелые ехали во все муниципалитеты, там бы работали. Тогда у них будет шанс перейти на районный уровень, на городской, на областной, выйти на федеральный уровень. А конкурсы толку не дают никакого. Все равно ставят нужного человека. Конкурс закончился, и потом подделывают всякие бумаги, данные и так далее. Надо направлять с областного уровня.